Привет, друзья! В Бундестаге произошло событие, которое официально меняет систему социальной поддержки в Германии. Парламент одобрил масштабную реформу пособий. Речь идет о пересмотре самих принципов оказания помощи тем, кто длительное время находится без работы. Период мягких условий предоставления выплат завершается, и почему же Джоб-центр начал проверку банковских счетов? Результаты поименного голосования показывают, насколько разделились мнения. 321 голос «за», против 268. Коалиция из ХДС, ХСС и Социал-демократической партии Германии поддержала закон, несмотря на возражения оппозиции. Теперь документ уходит в Бундесрат, но это рассматривается как формальный этап перед тем, как новые механизмы контроля вступят в силу. В чем здесь основная суть? Власти признают, прежняя система Бюргергельд оказалась недостаточно эффективной в вопросе мотивации. Новая модель Grundsicherung меняет подход. Теперь Джоб-центр усиливает меры ответственности буквально с первого зафиксированного нарушения. Мы переходим к формату, где пропуск встреч или отказ от предложенного места работы повлечет за собой быстрое ограничение выплат. Государство пересматривает приоритеты и фокусируется на активном возвращении людей в рабочую среду. Для получателей пособия это означает, что правила становятся строже, а участие в поиске работы обязательным условием для получения полной поддержки. Масштаб предстоящих изменений колоссален. Реформа напрямую затронет 5,5 миллионов человек. Но дело не только в смене вывески Бюргергельд на новую базовую защиту, но и Grundsicherung. Власти фактически признают, что прежний формат поддержки перестал выполнять свою главную задачу. Теперь акцент смещается на более строгое соблюдение обязательств. Хочешь получать помощь, необходимо активно искать работу и подтверждать это действиями. Согласно новым правилам, если трудоспособный человек, получающий 563 евро, проигнорирует предложение от Джоб-центра или не подаст заявку на вакансию, его выплаты могут быть сокращены. Минус 30% на 3 месяца – это потеря почти 170 евро ежемесячно. Для одинокого взрослого это серьезное снижение доходов, которое сложно компенсировать. Но закон идет еще дальше. При систематическом игнорировании требований у властей появляется право полностью прекратить выплаты. Это переход от системы поддержки к модели, где ключевую роль играет выполнение условий. Особое внимание уделяется подтверждению статуса здоровья. Да, людей с психическими заболеваниями планируют освободить от наиболее строгих мер, но теперь потребуется официальное подтверждение. Вводится обязательно медицинское или психологическое обследование. По информации агентства ДПА, первые механизмы этого контроля заработают уже с 1 июля. Мы видим, как государство выстраивает такую систему, где каждый евро из социального бюджета находится под более строгим контролем. Время, когда можно было длительно находиться в системе без активных шагов к трудоустройству, постепенно уходит. И главный вопрос, который сейчас обсуждает вся страна: во сколько реально оценят эффект от этого ужесточения правил? Изначально, напомню, блок ХДС-ХСС строил свою предвыборную кампанию на обещаниях сэкономить миллиарды евро за счет реформы Бюргергельд. Но когда дошло до реальных расчетов, цифра оказалась куда скромнее. Если смотреть только на прямое сокращение выплат из-за санкций, то экономия выглядит крайне небольшой, менее 0,2% от общего бюджета на пособие. Фактически это очень небольшая доля. Однако правительство Мерца делает ставку на другой, куда более масштабный механизм. Основная выгода для бюджета должна прийти не от штрафных мер, а от роста занятости. Генеральный секретарь ХДС Карстен Линеман в эфире телеканала РТЛ прямо признал, что подсчитать эффект сейчас невозможно. Но логика здесь достаточно понятна. Если реформа Neue Grundsicherung приведет к выходу на рынок труда хотя бы 100 тысяч человек, государство может сэкономить от 1 до 3 миллиардов евро. Это средства, которые не только перестанут выплачиваться в виде пособий, но и частично вернутся в бюджет через налоги. Канцлер Фридрих Мерц уже обозначил позицию власти. Сразу после голосования в Бундестаге он заявил, что речь идет не только о финансах, но и о социальной справедливости. По его логике, трудоспособные граждане должны участвовать в экономической жизни страны, а не только пользоваться поддержкой. Мы видим, что власть меняет подход и делает акцент на большей ответственности.
Статус трудоспособного теперь напрямую связан с необходимостью искать работу. Несмотря на уверенные заявления сторонников реформы, оппозиционный блок воспринял новые правила крайне критически. Критика звучит достаточно жестко. Депутат от «Зеленых» Тимон Дзиенус заявил, что предлагаемая модель усиливает контроль и снижает уровень доверия к получателям помощи. По его мнению, замена стимулов на более строгие ограничения – это шаг в сторону от прежних социальных подходов. Лидер левой партии Сёрен Пелман высказался еще резче, отметив, что конструкция Neue Grundsicherung в текущем виде во многом опирается на меры давления. Главный аргумент противников реформ в том, что ужесточение санкций, сокращение выплат не гарантирует человеку стабильное трудоустройство, а могут лишь усложнить его финансовое положение. Хочу вам напомнить, что нынешняя модель Bürgergeld появилась в январе 2023 года как более мягкая альтернатива системы Hartz-IV. Тогда это преподносилось как важный шаг вперед, меньше давления, больше доверия и акцент на переобучение. Однако практика показала более сложную картину. Сегодня мы наблюдаем с вами заметное изменение государственной политики. То, что задумывалось как поддержка для безработных, постепенно превращается в инструмент с более строгими требованиями. Попытка выстроить систему на доверии фактически пересматривается. Впереди период, где получение пособий напрямую будет связано с активными действиями по поиску работы, а любые эти сбои во взаимодействии с ведомствами могут приводить к финансовым последствиям. Но реформа – это не единственный повод для беспокойства. В комментариях под прошлым видео разгорелся активное обсуждение о том, что можно ли вносить наличные на карту, если вы получатель Bürgergeld. И у Джоб-центра на этот счет есть достаточно строгая позиция. Один неосторожный шаг, и ведомство может посчитать, что у вас появился дополнительный доход, потребовав разъяснения или даже возврат части выплат. В качестве примера разберем реальный случай из судебной практики. В 2024 году суд в Берлине рассматривал дело семейной пары, которая жила на пособие. Они внесли на свой счет наличные, полагая, что это не вызовет вопросов. Однако система контроля отреагировала. Джоб-центр расценил эти средства как неучтенный доход и выставил требования о возврате. Пара пыталась оспорить решение даже в суде, но безуспешно. В чем же главная сложность? Проверяется практически каждое ваше поступление. Особое внимание уделяется внесению наличных через банкомат. Если у вас нет четкого документального подтверждения происхождения средств, например, договора продажи или возврата долга, такие суммы могут быть учтены как ваш доход. Многие даже не учитывают, один такой взнос без подтверждения документов может привести к финансовым последствиям. Система контроля устроена так, что абсолютно любая сумма с неподтвержденным происхождением может стать основанием для пересмотра права на пособие. С точки зрения закона это рассматривается не как личное сбережение, а как именно дополнительный доход. Давайте разберем механику этой ситуации, чтобы вы понимали, где именно возникают проблемы у тысяч людей. Представьте типичную для Германии ситуацию. Муж подрабатывает барменом. Жена на полставки в офисе или помогает по хозяйству. Денег не хватает, поэтому семья с закона получает Bürgergeld. Все идет своим чередом, пока не наступает тот момент плановой проверки. Когда Джоб-центр запрашивает ваши выписки со счетов, система обращает внимание на все внесения наличных через банкомат. И вот здесь начинается самая сложная часть. В нашем примере на счету обнаружили регулярные взносы, которые в сумме заметно превышали официально задекларированный доход пары. Чиновники ориентируются не на объяснение, а именно на установленный порядок учета средств. Запомните эту разницу, на ней строится вся логика проверки. Первое. Имущество – это средства, которые находились у вас до подачи заявления на пособие. Если вы задекларировали эти 5 или 10 тысяч евро сразу, к ним, как правило, вопросов не возникает. Второе. Доход – это любые деньги, которые поступают к вам после того, как вы начали получать пособие. И вот в чем основная сложность. Как только вы вносите наличные на карту, сейчас же Джоб-центр может рассматривать их как новый доход. Логика следующая. Если деньги появились на счете в период получения пособия,
значит необходимо подтвердить их происхождение. Если этого не сделать, возникает вопрос о корректности выплат. В итоге такие поступления за прошлые месяцы могут быть учтены при перерасчете и повлиять на будущие выплаты. В рассматриваемом случае семье было предписано вернуть значительную сумму, причем обязанность доказать происхождение средств лежит именно на получателе. Если нет договора или расписки, подтверждающей источник денег, эти средства могут быть учтены как дополнительный доход. Для тех, кто получает наличные или хранит сбережения вне банковской системы, это может привести к серьезным финансовым последствиям. Многие сегодня думают, что в суде можно просто сказать: это мои старые деньги из тумбочки, и вопрос будет закрыт. Но в этой истории супруги сами серьезно усложнили свою ситуацию. Когда Джоб-центр начал проверку, они объяснили: эти наличные не доход, а личное накопление, которое они решили внести на карту. И здесь возник ключевой момент. Судьи задали вопрос, который полностью изменил ход дела. При подаче заявления на Бюргергельд каждый подписывает декларацию об имуществе. Эта пара официально указала: у нас нет сбережений и активов. Логика суда была следующей. Если заявлены нулевые накопления, а спустя короткое время на счет поступают значительные суммы, такие средства требуют четкого объяснения. В противном случае они могут рассматриваться как незадекларированные ранее средства или как доход. В решении суда зафиксирован важный принцип, который необходимо понимать каждому получателю пособия. Обязанность подтверждения. Это не государство должно доказывать наличие средств, именно получатель обязан подтвердить свое финансовое положение документально. Если на счете появляются суммы без подтвержденного происхождения, например, договора или расписки, это становится основанием для пересмотра всех выплат. Суд оказал, что в подобных ситуациях ведомство вправе пересчитывать выплаты вплоть до их существенного сокращения. В рассматриваемом случае семье было все-таки предписано вернуть часть полученных средств. По сути, это наглядный пример того, насколько строго сегодня оценивают любые несоответствия финансовых данных. Любые такие вот попытки внести наличные без подтверждения происхождения могут вызвать вопросы со стороны ведомства. Ваша подпись в анкете – это юридическое обязательство, и расхождения могут повлечь за собой значительные финансовые последствия. Чтобы не оказаться в ситуации с требованием вернуть значительные суммы, важно понимать, система контроля в 2026 году во многом работает автоматически. Чтобы чувствовать себя спокойно и не объясняться перед инспекторами, запомните эти правила, они станут вашей страховкой. Правило номер 1. Аккуратно относитесь к внесению наличных через банкомат. Если у вас на руках есть наличные, их можно использовать для повседневных расходов, но при зачислении именно на счет без пояснений такие операции могут привлечь внимание. Для Джоб-центра это сигнал к проверке. Такие поступления рассматриваются как возможный доход, который влияет на размер вашего пособия. Правило номер 2. Любая сумма должна иметь бумажное подтверждение. Вам вернули старый долг, подарили деньги на день рождения, вы продали на барахолке старый велосипед или телефон. Старайтесь это все фиксировать, такие операции. Простая расписка, скриншоты переписки или чеки – это ваша защита. В Германии ключевую роль играет сам документ. Если происхождение средств невозможно подтвердить, они могут быть учтены как доход при расчете выплат. Правило номер 3. Последовательность в данных. Если при подаче анкеты вы указали отсутствие сбережений, а позже на счет поступают значительные суммы, это вызывает, конечно же, вопросы. И важно действовать прозрачно. Если ситуация изменилась, например, вам вернули долг, лучше заранее уведомить ведомство. На практике открытость воспринимается гораздо спокойнее, чем расхождение, которое обнаруживается потом при проверке. И последние 3 совета, которые реально помогают защитить бюджет от претензий ведомства. Правило номер 4. Станьте собственным инспектором. Никогда не отправляйте банковские выписки в Джоб-центр вслепую. Сядьте сами вечером, откройте документ и посмотрите на него глазами придирчивого чиновника. Видите перевод или взнос, который сможет вызвать вопросы. Сразу добавьте короткое пояснение. Подарок внуку на куртку от бабушки. Расписка прилагается.
Ваша задача – снять возможные вопросы еще до того, как инспектор начнет проверку. Разбираться с задним числом всегда сложнее. Правило номер 5. Не создавайте доход из пустоты. Типичная ошибка – перекинуть деньги со своей старой сберкнижки на карту, чтобы оплатить счета или аренду. Для системы это может выглядеть как новое поступление. Чтобы ваши же сбережения не трактовались как доход, всегда указывайте в назначении платежа, например, перевод между собственными счетами. Эта простая фраза помогает избежать лишних вопросов. Не оставляйте пространства для неправильной интерпретации происхождения денег. Правило номер 6. Не действуйте наугад со своими деньгами. Если вы сомневаетесь, можно ли принять крупный подарок от родственника или положить наличные на счет, лучше заранее это уточнить. В Германии есть бесплатная консультация в социальных службах и центрах помощи. Один визит к специалисту может уберечь от серьезных финансовых последствий. И помните, в системе Grundsicherung любые неточности в отчетности могут привести к пересмотру ваших выплат. На этом у меня на сегодня все. Следите за своими банковскими выписками и подходите к финансовым операциям максимально внимательно. Спасибо за просмотр.